В ежегодном рейтинге Global Firepower за 2025 год Армения демонстрирует впечатляющий рост, поднявшись со 102 на 90 место, обогнав соседнюю Грузию, которая находится на 94 месте. Это еще при том, что в течение длительного времени Грузии оказывали помощь ЕС и США как в экономической сфере, так и в вопросах военных закупок. Подъем армянской армии стал возможным благодаря последовательным реформам в оборонной сфере и точечным закупкам современного вооружения. В то же время Азербайджан, несмотря на значительные военные бюджеты и амбиции, потерял одну позицию, опустившись с 59 на 60 место. Подъем Армении в рейтинге стал результатом стратегического подхода к модернизации вооруженных сил. Руководство страны сосредоточилось на ключевых аспектах, из которых 3 являются наиболее важными и приведены ниже. Первый аспект – закупка современного вооружения. Армения сделала акцент на приобретении высокотехнологичных систем, включая дроны, противотанковое вооружение и системы ПВО. Эти точечные закупки значительно усилили боеспособность армии при минимальном увеличении бюджета. Второй аспект – реформа командования. Среди нововведений – улучшение структуры управления войсками и проведение масштабных учений, направленных на повышение слаженности действий в условиях реальных боевых операций. Третий аспект – поддержка военнослужащих. Особое внимание уделяется повышению уровня социальной защиты военнослужащих и улучшению их профессиональной подготовки, что укрепляет моральный дух армии. В отличие от Армении, Азербайджан показал снижение показателей, опустившись на одну позицию в мировом рейтинге. Несмотря на значительные инвестиции в военную сферу, эксперты отмечают, что этот спад связан с рядом факторов. Азербайджан продолжает тратить значительные суммы на импорт вооружений, однако эти траты не всегда сопровождаются пропорциональным увеличением боеспособности армии. Хотя страна активно модернизирует свой военный арсенал, системные реформы, направленные на улучшение структуры командования и логистики, остаются недостаточными. Внешнеполитическая изоляция и постоянная напряженность на региональном уровне оказывают негативное влияние на способность страны к долгосрочному планированию в оборонной сфере. Индекс силы, рассчитываемый Global Firepower, основывается на более чем 50 показателях, включая численность войск, объемы и типы вооружений, экономические ресурсы и географические факторы. Чем ближе индекс страны к нулю, тем выше ее военная мощь. В 2025 году индекс Армении составил 2,37, что отражает значительное улучшение по сравнению с предыдущим годом. У Азербайджана индекс составил 1,25, что свидетельствует о небольшой деградации его потенциала. Подъем Армении в рейтинге Global Firepower является важным сигналом для региона. Страна показывает, что даже при ограниченных ресурсах возможно достичь значительных успехов, если делать ставку на реформы и грамотное управление. Таким образом, динамика в рейтинге Global Firepower за 2025 год подчеркивает важность не только объема ресурсов, но и их эффективного использования. Армения показала, что разумные реформы могут дать ощутимый результат даже в условиях ограниченных возможностей. Таким образом, Армения приближается к Азербайджану, и силы постепенно становятся более равными. Одно могу сказать точно. Для прочного мира необходима самая сильная армия в регионе, и именно над этим работают армянские власти. Греция разработала конкурент турецкому дрону «Байрактар». Об этом пишет греческая авторитетная газета Greek City Times. Греческая аэрокосмическая промышленность представила новый беспилотный летательный аппарат «Архитас-2», который должен составить конкуренцию турецкому дрону «Байрактар ТБ-2». Главное отличие нового аппарата – возможность вертикального взлета и посадки, что выделяет его на фоне аналогов. «Архитас-2» из себя представляет усовершенствованную версию первого прототипа, который был представлен на выставке DEFIA 2023. Разработка прошла через трудности и угрозу отмены, однако проект был возобновлен и адаптирован под требования современных войн. По данным Hellenic Aerospace Industry, размах крыльев дрона составляет 6 метров, длина – 4 метра.
БПЛА способен нести полезную нагрузку до 30 килограммов, в том числе бомбы, мины и ракеты. Для работы в режиме VTOL используется 8 электрических моторов, а для горизонтального полета – тепловой двигатель, что позволяет обеспечить продолжительность полета до 9 часов. Дрон рассчитан на интеграцию с наземными пунктами управления и может выполнять как оборонительные, так и наступательные задачи. Прототип был разработан за 3 года, что в 2 раза быстрее, чем создание Байрактар, проектирование которого заняло почти 10 лет. Стоимость программы Архитас-2 составляет сумму, эквивалентную расходам на 1 день эксплуатации Байрактар, что подчеркивает экономическую эффективность проекта. Проект получил финансирование от греческой компании по инвестициям и развитию и Верховного авиационного совета, а также поддержку Европейского фонда регионального развития. В настоящее время дрон проходит испытания. Ожидается, что окончательный прототип будет представлен на международной выставке в Салониках. Ведется сертификация как самого аппарата, так и процессов его производства. Греческие военно-воздушные силы выразили заинтересованность в приобретении первой партии из 25 дронов, с возможной поставкой первых 2 до конца 2025 года при условии подписания контракта в сентябре. Производственная мощность предприятия составляет 2 аппарата в месяц с возможностью увеличения объемов производства в будущем. С вчерашнего дня начинается новый 2-летний мандат Европейской наблюдательной миссии в Армении. Европейская миссия в Армении с гордостью подтвердила, что останется приверженной миру и стабильности в регионе и продолжит патрулирование на армянской стороне границы, армяно-азербайджанской границы. Глава Европейской миссии в Армении Маркус Риттер ответил на вопросы Арменпресс. Европейская миссия в Армении снизила число инцидентов, повысила безопасность, и это подтвержденный факт. Обвинения в разведывательной деятельности звучат с первого дня нашего присутствия, но наша работа полностью прозрачна. Мы открыто патрулируем вдоль границы, и обе стороны всегда знают, где мы находимся. Наши передвижения заранее сообщаются Баку через представительство ЕС, так что скрытых действий нет. Мы не позволяем сторонам скрывать реальное положение дел от международного сообщества, особенно от Брюсселя. Это неудобно и для Армении, и для Азербайджана, так как теперь они не могут что-то начать без того, чтобы это стало известно ЕС. Предложение Пашиняна не касается вывода миссии, а лишь сокращения активности на четко обозначенных демаркированных участках границы. Однако это не означает, что мы прекратим посещение прифронтовых сел и общение с местными жителями. Если стороны договорятся о сокращении патрулей, мы не возражаем. В настоящий момент ситуация на границе остается относительно спокойной, серьезных инцидентов нет. Однако обе стороны продолжают укреплять свои позиции, явно готовясь к возможному ухудшению обстановки. Несмотря на это, в целом регион движется в правильном направлении. Мы придерживаемся принципа «готовиться к худшему, но надеяться на лучшее». Второй мандат миссии сохранит те же задачи – патрулирование, отчеты и укрепление доверия. Мы продолжим посещение школ в прифронтовых деревнях, рассказывая детям о миссии и ЕС. Это важный аспект нашей работы, поскольку мы стремимся донести, что наша миссия гражданская и без оружия. Мы не занимаемся разведкой, а содействуем стабилизации региона. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.